Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Почему могут саженцы садовых растений погибать? Их посадили, и вдруг через определенное время они теряют вид жизни. Вот уже несколько зрителей нашего канала и соцсетей сообщают, что их саженцы изначально после посадки принялись, но в последующие годы ни с того, ни с сего погибают. Почему? Такие ситуации были и у нас, особенно это касается лиан актинидий. И мы на примере вот этого растения разберем как раз ответы на эти вопросы. Именно практически с помощью многолетнего опыта мы пришли вот к таким выводам. Первый вывод вот такой. Саженцы садовых растений нужно высаживать в благоприятные дни лунного месяца. Все наши посадки в дни стихии воды, в плодородном, казалось бы, раке, скорпионе, в рыбах, они все как будто бы в начале эти посадки принимались хорошо, поднимались ввысь, зеленые были, приживались, казалось бы, прекрасно. И вот в первые год-два вот был интенсивный рост, но потом без причин растения засыхали. Выкапывали, никаких проблем, ничего не видели, а растение погибало. А вот такую же, кстати, печальную ситуацию мы наблюдали и при посадке всех саженцев садовых растений в периоды смен фаз Луны и в дни Луны без курса. Ну и есть и другие некоторые периоды, когда нельзя высаживать саженцы растений, а чтобы не было проблем, в этом плане используем агрогороскопы. У нас на каждый месяц есть агрогороскоп для садовода. И там есть обязательно вот указка дней, когда лучше всего высаживать садовые растения. Это очень важно. Хотя кто-то может и посмеется, но когда получит результат, только тогда начинает серьезно относиться к этому вопросу. Итак, мы разобрали первый пункт, то, что бывает проблемой для того, чтобы растение дальше не развивалось. Пункт второй вывод. Прежде чем посадить саженец садового растения, нужно изучить информацию о том, какая почва ему подходит. Вот возьмем снова же нашу актинидию. Мы сегодня вам ее показываем, вот, потому что больше всего ошибок мы совершили именно на этом растении. Мы также, кстати, несколько растений потеряли из-за того, что не было доступа просто к информации о предпочтениях кислотности почвы. Ну и послушали разных специалистов в интернете, что при посадке любых садовых растений в лунку добавлять всегда древесную золу. Это прямо вот болезнь какая-то была с древесной золой. Во-первых, мы тоже посадили саженцы в почву, в которой мы, конечно, не изучали эту почву, но там уже у нас раньше росли виноград, виноградные кусты, мы их как раз заменили, но не на самом том месте высаживали, но был виноград, и мы его подкармливали как раз древесной золой. Ну, а во-вторых, что мы сделали? Конечно же, послушали совет известных, в кавычках, гуру интернета, что при посадке нужно обязательно в лунку засыпать как можно больше древесной золы. Ну, были разные варианты. Горсть, пол-литровая баночка. Ну, я высыпала всего-навсего горсть. А зола – это же щелочь. А актинидиям не нужна вот эта почва. Нужна именно слабокислая почва с pH 6,5-7 единиц. Даже нужно подкислять эту почву. Мы потом это делали, но вот высадили в щелочную, вот эту щелочную почву, еще и добавили туда древесной золы. Ну и что оставалось делать этому бедному растению? Корни актинидии в почве не развивались, мучились и погибали. Естественно, растение тоже в первый год как будто бы еще живое было, а потом засыхало. Это вот очень важно, почва. Если будете добавлять щелочные удобрения различные, если будете увлекаться
не просто увлекаться, а вообще исключите древесную золу там, где будут расти ваши растения и актинидии. И изучайте, кстати, другие растения тоже. У каждого растения есть предпочтение почвы. Третий момент очень важный, почему могут погибнуть еще саженцы. Это поливы. Это также актуальная тема. Влагозарядка почвы в дни стихии воздуха, а именно в Водолее, в Близнецах и Весах, приводит к загниванию корней и затем снова же гибели растений. И это касается не только овощных растений, а это касается и садовых растений. И еще о поливах для актинидии, потому что она у нас сегодня хозяйка этого видео. В жару нужны поливы один раз в неделю, снова же в благоприятные дни. А в такие обычные дни, когда почва увлажнена хорошо, мы поливаем где-то раз в 10-14 дней. А в осеннее и весеннее время, когда почва хорошо увлажнена, там и достаточно одного полива в месяц. Снова же в благоприятное время. Это тоже очень важно. Четвертое. Для актинидии. Обрезка растения после посадки. Причем маленький саженец, 1, 2 года, 3 и так далее. Нужно внимательно к этому вопросу тоже отнестись. Нельзя проводить обрезку этого растения весной, даже в конце зимы. Только начиная с мая месяца и до конца октября мы обрезаем эту лиану. Вот погибла у нас тоже одна лиана, которую мы обрезали весной. Весенняя обрезка даже одного побега приводит к вытоку энергии и сока растения. И потери, конечно, жизни растения. У них, у этих лиан, вот такая структура самого строительства, самого побега, веточек, что там она полая внутри. И если обрезать ее в период весны, когда начинается ток, как раз по этим всем побегам, ток водички, живительных вот этих всех питательных веществ, естественно, вытекает все это. Не только энергия, но и все растение теряет вот эти соки живительные. Это что касается обрезки. И четвертое, нет, это уже пятое, удобрение. Не все растения любят одинаковые подкормки. И при посадке, а также уже во время вегетации. Вообще, вот актинидия не любит подкормки по листьям. Любыми удобрениями мы это уже тоже изучили. Только под корень. Но тоже нужно отдельно тема будет, мы будем отвечать на этот вопрос отдельно, потому что это большая тема и очень важная тема. И дальше мы будем рассказывать тоже об этом растении, которое сегодня становится очень популярным. И правильно, что вы изучаете эти растения и уже даете место саженцам актинидии и киви. Это одинаково, кстати, ответ тоже такой же. Киви и актинидия – это родственники, практически все условия, которые я сейчас назвала, одинаковы. И поэтому у многих просто-напросто сейчас погибают эти растения, потому что мы не изучаем их особенности возделывания. Ну, и как начинали, хочу еще раз сказать, прежде чем посадить растения в своем саду, у дома обязательно изучайте все требования, все хотелки этих растений для того, чтобы дать им то, что им нужно, и тогда они ответят вам урожаем, как вот делает наша актинидия в данном моменте. Ну что ж, Раиса Греченко, Александр Волик ответили вам на вопрос, что нужно саженцам, когда высаживать. Мы, кстати, будем продолжать эту тему по посадке саженцев. Еще рано их высаживать, саженцы, только закрытой корневой системой и только в благоприятные дни. Но снова же, это тема дальнейших наших выпусков. А сейчас мы завершаем это видео. Пока что все. До встречи на нашем канале в новых наших видео. Мира и добра, здоровья вам и вашим родным, а также вашим растениям. Пока-пока.